Ты? Да, ты. Иди сюда. Пацан, хочешь немного модов на сурс, а? У меня широкий выбор. У меня есть Gmod, GB-мод, GB-мод эпизод 3. Стоп, а где тогда эпизод 2? Ладно. Эй, ты куда пошел? Слышь, а ну-ка давай, глотай. Потом спасибо скажешь. Hello? Are you guys going to 4chan? Are you guys sucking cock? Are you guys... Чё это за игра, блядь, такая? Нет, это не эффект наркотиков, это геймплей Jabroni Brawl эпизод 3. Если вы еще не знаете, что это такое, то это бесплатный мод на второй эпизод Half-Life 2, который сами же разработчики одним предложением на странице Steam описали гораздо лучше, чем когда-либо смогу я. Jabroni Brawl содержит зашкаливающие уровни кровищи, ошметков, а также фалоимитаторы и маленькое изображение человеческих ягодиц. Мод разрабатывался на протяжении 10 лет, умирал и возрождался, но наконец-то комьюнити получила шанс оценить почти что самый ожидаемый мод 2013 года, всего лишь после где-то десятилетия ожидания. Но Awesome Team, подождите, вы же говорили про что-то очень похожее. Ну вот прям совсем недавно. Не могу вот только пальцем ткнуть. Вот что же это было? В отличие от предыдущего провального GB мода, эта игра уже без сарказма реально хороша. Правда, почему она сокращенно тоже называется GB, для меня все еще загадка. Jabroni Brawl эпизод 3 это очень аркадный шутер, совмещающий в себе такие хиты сурс-моддинга, как Fistful of Frags, Double Action Boogaloo и другие. Говоря в двух словах про геймплей, игроки заходят на сервер, выбирают один из множества режимов и карту, играют в него 15 минут и потом снова голосуют за режим, повторяя цикл. Очень простая формула, которую разработчики отлично реализовали, наполнив игру огромным количеством всевозможного контента. Режимов реально много. Больше всего мне нравится режим наемники против шпионов из Splinter Cell. Малая часть игроков становятся шпионами и пытаются схватить жабку у превосходящего количества наемников, вооруженных пистолетами. Почему он мне нравится? Потому что знаете, что я сделал в первую очередь, когда мне выпал шпион? Правильно, сиганул на стеклянный мост, разбившись к херам собачьим. Есть еще крысиная гонка. Там вы берете бензопилу, прыгаете на землю и разгоняетесь за счет удержания левой кнопкой мыши и направления камеры в пол. Получаются такие своеобразные гонки, но с одним отличием. Вам дают возможность просто резать своих конкурентов пилой, что является неимоверным плюсом. Также бензопила может серфить по стенам и потолку. Запомните это, ибо на некоторых картах это будет необходимо. Еще есть местный порт режима Hidden, где спецназу необходимо найти и убить практически невидимого игрока. Только в этой версии он называется не The Hidden, в переводе с английского скрытый, а тут он зовется The Shidden, то бишь обделавшийся. Ну и конечно, какими газовыми гранатами кидается невидимый игрок, вы уже могли догадаться. Также есть классические режимы типа захвата флага, дезматча, сопровождения очень важной персоны или же випа. Давай, Литролл, двигайся. Я слишком толстый. Если каким-то чудом вы заиграете все режимы настолько, что они вам по-настоящему наскучат, то никто не помешает вам начать заниматься полнейшей херней на карте. И разработчики даже наоборот поддержат ваш интерес пасхалками и интерактивными предметами. В одном из раундов в Хиддене мы с командой выслеживали невидимку, и в один момент я заметил, как мой тиммейт, вместо того, чтобы играть в этот режим как подобает, где-то нашел тачку и поехал отдыхать, свалив от нас на край карты. Меня очень позабавила возможность просто взять и уехать от боевых действий, игнорируя абсолютно всю происходящую на карте движуху. Даже в Гаррис моде пасхалки такого уровня хрен найдешь на публичных серверах. В другом режиме уже мне удалось прокатиться на танке и снегоходе. А также я даже увидел вертолет, в который можно сесть и пострелять в нем из пулемета с ракетами. Но как именно, я так и не успел разобраться. Еще, к примеру, на одной из карт крысиных гонок можно в принципе забить на гонку, войти в секретную дверь и получить собственный гранатомет, пуляющий взрывных ученых, и начать стрелять из него по участникам забега. Я даже смог подружиться с одним парнем, который вместе со мной попал в ту же секретку с гранатометом. Если вы только начинаете играть, то я бы порекомендовал начать с режима классической гонки вооружений. Именно в этом режиме можно опробовать весь арсенал пушек и заодно научиться стрелять, не теряя многого при смерти.
Познакомьтесь, нож с прицелом. Да, это нож с тактическим прицелом. Он режет людей. Самое неожиданное заключается в том, что прицел в нем реально работает. При нажатии правой кнопки мыши можно войти в прицел и увеличить дальность нарезки на метров так 15 вперед. Арбузная пушка. Довольно непрактичное оружие. Единственная причина, по которой я его использовал, при убийстве человека она воспроизводит звук «тебя убили арбузом». Реактивная монтировка. Монтировка из Half-Life, что может запустить петарду Corsair 5, которая летит в случайном направлении. Иногда возвращается вам в руку, разрывая вас на куски. Зенитное орудие. Не спрашивайте, сколько сил у вашего персонажа, если он может таскать ее всего лишь 2 руками. Вам никто не ответит. Благодаря своей отдаче она иногда может спасти от неминуемой смерти. С помощью этой пушки я однажды падал вниз карты, но догадался начать стрелять вниз, тем самым толкая себя обратно наверх. Мало того, что я поднялся обратно, так я еще настреливал по врагам сверху, умудрившись кого-то убить. И так долго говорить можно вообще о большинстве всех доступных пушек. У каждой есть какой-то свой прикол или альтернативный режим огня, с которым хочется повзаимодействовать. Револьвер, к примеру, можно крутить, а при спаме перезарядки револьвер будет быстрее перезаряжаться, параллельно озвучивая реплики при перезарядке, которые навсегда застряли в моей голове. There's nothing like a long silver bullet slipping into a well-greased chamber. Короче говоря, оружия и режимов тут приличное количество. Посмотрим же, сколько тут для них карт. 120 карт. Такого количества достаточно, чтобы каждый раунд не был похож на предыдущий, и геймплей был максимально разнообразным. В пуле карт также присутствуют порты из других знакомых игр, что лично для меня было даже приятно, ведь видеть вновь что-то знакомое или давно забытое всегда прикольно. Это так нахер тупо! Я выхожу с этого сервера. Что значит кому не похер? Это же Dust 2! Почему ты... Что значит окей, пока? Ты не бессмертен, я ж тебя в реальной жизни захуя... Также в игре присутствует очень много скинов, которые по-своему смешны или обаятельны. Думаю, ради такого выбора персонажей можно было и подождать 10 лет. Хотя я узнал об этой игре буквально пару дней назад, поэтому лично для меня этот веселый и бесплатный шутан по Half-Life 2 точно оправдал ожидания и затянул меня на несколько часов игры. Если же вы реально ждали 10 лет эту игру, то сочувствую. Ну и недавно мне порекомендовали в конце ролика упоминать о том, что у нас есть Discord сервер и прочие соцсети, но мне кажется это слишком скучным и простым, поэтому вместо обычного послесловия я просто вам вставлю мемчик. Зацените.